Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Уверена, что молодой картофель любят все, и готовить его, конечно, тоже все умеют. Но я все же хочу поделиться несколькими своими рецептами. Покажу, как я готовлю вот такой красивый золотистый картофель. Запеку картофель в пергаменте, это тоже очень вкусно. А еще поделюсь рецептом очень вкусного теплого салата с молодой картошечкой. Его иногда готовлю даже в качестве гарнира. Покажу, как быстро начистить мелкий молодой картофель. Ну и, конечно, эксперимент. Поэтому, чтобы не потерять все эти рецепты, сразу подпишитесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе моих новинок. Конечно, чаще всего я молодой картофель просто отвариваю, добавляю сливочное масло и измельченный укроп. Мне кажется, что это блюдо не может даже надоесть. Хоть неделю готовь, все равно будут есть с удовольствием. Но есть у меня и другие, не менее вкусные рецепты. Один из любимых – картофель золотистый, как мы его называем. Корочка получается очень аппетитная. Так нам часто готовила молодой картофель моя бабушка, поэтому он и остается самым любимым рецептом. Картофель мою и чищу, вот так. Отправляю очищенный картофель в закипевшую воду. Добавляю луковицу и соль. Варю до готовности. Чем мельче картофель, тем он получается вкуснее. Обжариваю отваренный картофель в большом количестве сливочного масла. Я покупаю для этого рецепта масло у местных фермеров. Тогда вкус у картошечки точно как в детстве. Обжариваю со всех сторон до румяной аппетитной корочки. И подаю с малосольным салатиком. Как же это вкусно, хоть и не очень полезно. Второй рецепт. Картофель в пергаменте. Отваривать предварительно не нужно. Если картофель домашний, можно даже и не чистить. Вначале приготовлю заправку. В миску наливаю масло. Я обычно использую оливковое, с ним ароматнее, но можно заменить на подсолнечное. Добавляю соль, черный перец и розмарин. У меня сухой, но можно заменить и на свежий. Раздавливаю 3-4 зубчика чеснока и также отправляю к маслу. Сюда же свежий тимьян, 2-3 веточки. Выкладываю в миску картофель и перемешиваю с ароматным маслом. Теперь заворачиваю картофель в пергамент. Вот такой конвертик получается. Устанавливаю в аэрофритюрницу решетку, а на нее подготовленную форму с картофелем. Выбираю режим овощи, температура 180 градусов и добавляю время до 40 минут. Конечно, такое блюдо можно приготовить и в обычной духовке при тех же 180 градусах, но времени нужно будет минут на 10 больше. Картофель уже готов. Безумно ароматный. Уже можно подавать. Но я люблю, когда корочка более румяная, поэтому уберу лишний пергамент и поставлю картофель под гриль еще на 7 минут. Вот теперь то, что нужно. Даже сложно описать, какой аромат стоит невероятный. Попробуйте этот рецепт. Уверена, что такая картошечка понравится многим. Снаружи корочка, а внутри картофель мягкий, как пюре. Ай, горячо. Подаю сегодня с маринованной капустой. Но, конечно, с любым салатом будет вкусно. Кстати, о салатах. Как и обещала, поделюсь рецептом теплого салата с молодым картофелем и квашеной капустой. Можно подавать как полноценное блюдо, без гарнира. Сочетание ингредиентов здесь, на мой взгляд, идеальное. Салатик точно по моему вкусу. Я люблю, когда картофель именно теплый, поэтому пока он варится, подготовлю остальные ингредиенты. Одну луковицу нарезаю тонкими полукольцами. Добавляю 100 мл воды, чайную ложечку сахара и чайную ложку уксуса. Через 15 минут жидкость с лука сливаю. Картофель как раз приготовился.
Я отварила его до готовности в подсоленной воде. Нарезала на удобные кусочки. Картофеля беру примерно 250 грамм. Теперь добавляю 200 грамм квашеной капусты, нарезанный заранее сладкий перец, зелень, маринованный лук, немного черного перца, соль по вкусу и ароматное подсолнечное масло. Перемешиваю и сразу подаю. Но этот салат остается вкусным и на следующий день. Попробуйте приготовить. Очень вкусно. И никакого гарнира не нужно. Но мясо я бы добавил. Как можно все это есть без мяса? Так у нас рецепты картофеля. Причем здесь мясо? Ну, давай его приготовим к картошке на гарнир. На гарнир картошки? Отобью немного. Ни соли, ни специй не добавляю. Выкладываю в лоток для стейка, прижимаю и устанавливаю лоток в аэрофритюрницу. Выбираю программу «Гриль». Готовлю 15 минут. Заверну в фольгу минут на 10. Теперь можно посолить немного и добавить перец по вкусу. Ну и картофель. Вот. Теперь, как я люблю, мясо и немного картофеля. Рецептом такой картошечки я уже поделилась на своем канале «Вкусная минутка». Если пропустили, обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Я добавляю к отваренному картофелю ароматные сухарики и запекаю при 180 градусах 10 минут. Картофель получается с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Очень вкусный и ароматный. В комментариях у меня много раз спрашивали, что за печь у меня такая. Там была как раз эта аэрофритюрница. Я готовлю в ней, когда очень жарко, как у нас сейчас, и духовку включать не хочется. Или когда нужно вкусно запечь мясо, рыбу, или приготовить картофель фри с минимальным количеством масла, например. И как раз эксперимент. Попробуем приготовить картофель фри из вот такого мелкого молодого картофеля. Я его предварительно помыла и почистила. С помощью бумажных полотенец убираю лишнюю влагу. Добавляю пол чайной ложечки прованских трав, чайную ложку паприки и немного красного острого перца. Теперь 1-2 столовых ложки оливкового масла. Перемешиваю. Сразу пересыпаю картофель вот в такую корзину. Устанавливаю ее. Выбираю режим жарко. Этот режим не надо выбирать, и так жарко. Я все же его выбираю. Картофель будет готовиться 25 минут при 220 градусах. Как ты думаешь, готово? Доставай, проверим. Немного присолю и будем пробовать. Ну и как тебе? Это вкусно, конечно. Но это не картофель фри. Отличный, вкусный запеченный картофель, но не фри. Да, но быстро зато. А теперь лайфхак от моего знакомого. Как быстро почистить мелкий молодой картофель. Юра, привет тебе, если смотришь. Только я делаю это в пакете. Так еще и руки чистыми остаются. К картофелю добавляю соль. На такое количество примерно 2-3 столовых ложки. И начинаю как бы обтирать картофель солью. Через 2-3 минуты его уже можно мыть.
Вот и все. 5 минут, и можно начинать готовить. Напишите в комментариях, как вы чистите молодой картофель и как его готовите. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным, и делитесь им с друзьями. Очень жду ваши отзывы в комментариях. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не потерять это видео и ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.